Друзья, всем привет! Продолжаю постройку мини-бани. И сегодня будет важный этап. Будем делать финишное покрытие пола. Хочу особенно заострить на этом внимание, так как в телеграм-канале уже показывал, что занимаюсь полами в бане. И это вызвало много вопросов. В основном просили рассказать подробно про пирог пола, как будет держаться на такой постройке финишное покрытие, а оно тут будет выполнено из керамогранита, а также насколько я уверен, что пол будет герметичным. Постараюсь в этом ролике все показать и ответить на все возможные вопросы. Кстати, переходите в телеграм-канал, там много интересного. В том числе есть чертеж этой бани и полноценный проект похожий. Итак, начнем. Для начала напомню, как выполнена силовая конструкция пола в помещении, снизу вверх. Обвязка в 2 доски, сетка от грызунов, ветрозащита, лаги пола из доски 50 на 150 с шагом между ними 390 мм, утепление 150 мм, пароизоляция, плиты Quick-Deck 22 мм в 2 слоя. Пол получился довольно прочным. 2 слоя плитной обшивки делают свое дело. Также решил завести на стену по 10 см Quick-Deck и сделать плинтус тоже из керамогранита. Иначе, если вагонка со стены будет доходить до пола, то со временем от влаги потемнеет. А это некрасиво и непрактично. Далее на всю поверхность пола и на плинтус надо нанести гидроизоляцию в 2 слоя с дополнительной изоляцией специальной ленты в углах и по контуру пола, чтобы получилась водонепроницаемая корыта. Теперь дело за монтажом слива по центру. Будет использован сифон с сухим затвором, который будет выведен просто на улицу. Вода будет сливаться на землю под баней и проветриваться. Ведрами воду лить никто не будет, поэтому такой способ водоотведения более чем достаточен. Но для начала прикидываю и размещаю место будущего слива. Он будет немного не по центру помещения. Во-первых, тут надо не попасть в влагу пола и в обвязку. Еще хочется, чтобы по нему не было возможности ходить, так как он зимой будет в любом случае прохладный. Поэтому принял решение расположить его под первым будущим полком. На мой взгляд, так будет удобнее всего. После того, как сделал разметку, сверлю отверстие и выпиливаю лобзиком сразу 2 слоя Quick-Deck. Далее прикидываю слив и отмечаю его верхнюю широкую опорную часть. Также обложу ее карандашом и далее выпиливаю только верхний слой Quick-Deck. Проще всего это сделать фрезером с прямой фрезой, выставленной по толщине одной плиты. Далее хорошенько убираем пыль и приступаем к проклейке пароизоляции. Буду делать это снизу с нахлестом на Quick-Deck. Контур пароизоляции будет замкнут. Далее примеряю слив с небольшой трубой и обмазываю место посадки гидроизоляцией. И далее погружаю туда слив и снова промазываю гидроизоляцией. Важно, чтобы это место было герметично. После этого промазываю гидроизоляцией весь пол 2-м слоем. После высыхания гидроизоляции можно уже приступать к укладке плитки. Для начала замешиваю немного клея, и после этого начинаю с первой и, на мой взгляд, самой важной плитки. Ведь насколько ровно начнете, настолько же и продолжите. Было принято решение класть именно в таком направлении, так как получается каждый нечетный ряд делать без подрезок. Четный ряд будет уложен в половину. Это плитка из дома, там сделано так же, и меня все устраивает. Как вы видите, я намазываю клей на пол под гребенку, а саму плитку просто смазываю клеем на сдир для лучшей адгезии. Кладу плитку в первый раз. Когда клали на дом, я был всегда на подрезке и на замесе клея. Насмотревшись, решил попробовать все сделать сам. Вроде получается, но, конечно, пока грязновато. Пилил плитку с помощью УШМ с алмазным диском. Сбиваю немного эмаль и дальше подкладываю какой-нибудь предмет и просто отламываю. Вообще это не плитка, а керамогранит, поэтому простым плиткорезом работать тяжело. Плюс поверхность немного рифленая. Это делает резку простым плиткорезом практически невозможной. Продолжая укладку, делал ее в 2 дня, так как начал с двери к дальней стене. Для того, чтобы, если вдруг придется подпиливать последний ряд, то подрезка будет не у двери, а у дальней стенки. Поэтому, когда первые несколько рядов подсохли, я продолжил, чтобы можно было спокойно ходить. После пола приступил к укладке бордюра или плинтуса. Тут я просто распилил плитку пополам вдоль, и как раз получилось использовать 2 половинки. При укладке использовал систему СВП и крестики.
Так получается избежать перепадов между плитками. СВП потом взбиваем и зачищаем швы. Так как я работал не совсем аккуратно ввиду отсутствия опыта, то швы прочищал, пока клей сильно не высох, иначе это превратится в большую проблему. Использовал специальный зачистной скребок, благо все осталось от дома. Ну а после прочистки швов, наведения марафета, можно приступать к затирке этих самых швов. Затирку использовал простую, цементную, водоотталкивающую. Многие писали мне, что лучше пользоваться эпоксидной, но тут у меня нет опыта совсем, и я даже не видел, как ей работать. Думаю, для бани и такой вариант будет отличным. Могу порекомендовать шпатель, которым работаю. Удобная ручка и плотная резина по краям. Из всех, что я пробовал, такой самый удобный. Процесс затирки нехитрый. Вдавили затирку в швы, потом убрали из стыков лишнее, пальцем или головкой самореза. Пальцем получается красивее, но при больших объемах палец стирается. Поэтому я привык это делать простым саморезом. После того, как сформировали швы, замываем затирку слегка смоченной жесткой губкой. Финишным этапом моем полы начисто, убираем заглушку со слива и ставим постоянную решетку. Как вы понимаете, работа с полами закончена, и герметичность в данном случае не вызывает вопросов. Как вам такое решение для полов в бане? Напишите об этом в комментариях и ставьте лайки, если видео вам понравилось. Также не забывайте подписываться на канал тут и в Telegram. Там есть чертеж этой бани, и при желании сможете его скачать и повторить у себя. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!